Всем привет! Это канал Scale Journal. И сегодня я хочу показать вам еще одно обновление по постройке королевского тигра, который строится в рамках проекта Bodybuild с дружественным каналом Tactical Jackalope, который ведет Энди. Ссылка на его канал будет в правом верхнем углу. Пока что обновление не сильно большое, но я еще постараюсь кое-что доделать и показать. Основное, что было сделано на текущий момент, это я практически на 100% покрасил фигурки, которые у меня будут использоваться на будущей диораме. Соответственно, это фигурка офицера и солдата. Покраску данной фигурки я производил двумя типами красок. Лицо и руки, соответственно, телесный цвет я смешивал из темперных красок и применял именно их, а вся униформа была покрашена красками Pacific. Немножко еще поработал с танком. Как можно заметить, траки уже не такие красно-коричневые, как были, а то в прошлом видео у меня спрашивали, почему траки настолько ржавые и не могут так заржаветь. Ну, в общем-то, кто был не в курсе, повторяю, траки были еще не завершены. Хотя они на данном этапе еще не полностью работа с ними завершена. Но все-таки они уже ближе к тому, что планируется в финале. Что было по ним сделано? Я, соответственно, их затонировал пигментами. Пигменты использовались двух цветов. Это пигменты фирмы Wilder. Один из них темные траки, Dark Track Brown, и средний коричневый Medium Brown. В разных пропорциях смешивал, наносил как на внутреннюю часть, так и на внешнюю, но затем прошел по грунтозацепам краской металликом сталь. Еще небольшое обновление. В перерывах между постройкой КамАЗа я еще нанес на королевский тигр масляные точки. Использовал всего 3 вида масла, 3 цвета масла. Это Medium Brown, Dark Yellow и White Dust. Соответственно, вот этими двумя цветами я прошелся практически по всей поверхности. А вот этим цветом White Dust имитировал местами подтеки. Наносил без особого фанатизма, по чуть-чуть, так как у меня танк не особо воевавший, не видавший виды, поэтому сделано это по минимуму. Сейчас от более этапного рассказа я перейду к небольшой демонстрации. Я планирую делать дальше подставку, и уже на подставке можно будет доводить последние штрихи по танку и по фигуркам. Соответственно, я уже подготовил каркас из линеек. Все это загерметизировал модельным скотчем. Линейки дополнительно у меня по углам склеены суперклеем. Внутри для облегчения конструкции лежит кусок утеплителя для стен. Сейчас я подготовлю все к заливке гипсом, ну и покажу вам, что как буду делать. В общем-то, закрыл стол бумагой, чтобы все не перепачкать гипсом. Что мне сейчас потребуется? Мне потребуется емкость, в которой я буду смешивать гипс, вода, соответственно, сам гипс, клей ПВА и шпатель. Пропорции все буду делать на глаз. В общем, сами сейчас все увидите. В конце делаю небольшую тряску, чтобы он равномерно распределился, и даем время, чтобы он немножко подзастыл.
Когда он немножко подзастынет, можно будет поставить танк гусеницами и оставить следы, соответственно, от танка. То есть как он сюда заезжал на этот пятачок, и наметить будущую его позицию. В общем, я сейчас даю некоторое время, чтобы гипс подзастыл, и покажу, что буду делать дальше. Что-то я сразу забыл, но надо было еще пробежаться по поверхности кисточкой, ну, создать искусственные неровности и сверху присыпать сухим гипсом. Ну, пока еще не поздно, гипс еще не до конца высох, поэтому можно быстренько этот недочет исправить. Ну вот примерно как-то так. Сейчас дам еще некоторое время отдохнуть, а затем буду наносить следы техники. Итак, грунт немножко схватился, уже не такой липкий, но при этом еще достаточно мягкий. Можно приступить к имитации следов гусениц, колес и прочего. Для этого я буду использовать непосредственно танк, который будет на этой диораме. Соответственно, вначале прикидываем, как он у меня будет стоять. Примерно вот так. Можно немножечко давить. Башню сниму, чтобы не сломать ничего лишнего. Ну вот примерно таким образом у нас будет он стоять. Ну и наверняка по этой местности у нас ездил не только данный танк. Поэтому сейчас добавлю следы еще и другой техники. Ну, к примеру, здесь мог проезжать какой-нибудь советский ЗИС. Вот такие колесики у меня от него есть. Я добавлю их тоже. Ну, поскольку это у нас трофейная техника, соответственно, здесь могли ездить и советские танки. Насколько мне известно, в данной битве также, точнее на данном участке боевых действий принимали участие советские 34-ки. Поэтому здесь с края дорог можно поставить следы от их гусениц тоже. Ну, так как место стоянки Королевского Тигра, оно такое у нас одиночное, как будто его там просто поставили, и, соответственно, под ним много следов я делать не буду. Еще раз примерю место будущей стоянки танка. Ну и можно заодно поставить фигурку офицера, точнее подготовить место для нее. Ну, как помню по исторической фотографии, офицер у нас находится рядом с танком и указывает на трофей. Примерно вот таким образом. Но поскольку рядом с трофейной техникой наверняка ходили люди, ну и не только с трофейной техникой, так как это у нас какое-то село, судя по историческим фотографиям, наверняка должны быть следы от людей. Добавим их какой-нибудь ненужной фигуркой, которая у нас валяется в закромах. В конечном итоге эти следы будут не сильно заметными, но все равно добавить их стоит. И добавить какой-то дополнительной детализации нашей диораме. Ну вот примерно как-то так. Теперь нужно дать гипсу окончательно засохнуть. Ну и в принципе можно будет приступить к окрашиванию диорамы, озеленению и возможно добавлению дерева. После того как гипс окончательно высох,
я прошелся по подставке грунтовкой. Сейчас она у меня покрашена полностью в черный цвет, в том числе боковушки и днище. Для днища я приделал мягкие ножки, чтобы оно не царапало мебель. Да и в принципе удобнее применять такие ножки. Как видите, рельеф получился, как мне кажется, неплохо. Соответственно, впереди еще достаточно большое количество работы. Так, сейчас встает на свое место. В принципе, как родной, то есть в старые следы. Работы по подставке еще много. Надо будет выкрасить земельные цвета, добавить растительность. В планах есть дерево, но пока с ним как-то дело не заладилось. Не знаю, посмотрим. Возможно, дерево придется исключить из диорамы. Скорее всего, в данном виде я еще покрою подставку для дополнительной защиты лаком, чтобы была меньше вероятность сколоть куски гипса, и чтобы белый цвет не выглядывал. В следующей серии я постараюсь завершить полностью работу по подставке, и, наверное, уже завершу оформление диорамы. И надеюсь, что можно будет поставить на этой работе уже окончательную точку и приступать в новом году к новым проектам. Если у вас появились какие-то вопросы по подставке, обязательно задавайте их в комментарии. А на этом у меня сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Пока.